Сегодняшняя тема, она будет касаться отработки кармических связей. Эта тема уже была нами рассмотрена на одной из встреч, на одной из прошлых встреч, но, к сожалению, не сохранилась видеозапись, поэтому по многим просьбам участников ВКонтакте мы сегодня повторяем эту тему. Тема, еще раз повторюсь, отработка кармической связи и воссоединение со своей родной душой. О чем будет сегодняшний разговор? В первую очередь это разговор о том, что еще называется переход. Переход из одного состояния сознания, из одного образа жизни и мировосприятия в другой образ жизни, в другое мировосприятие. То есть отработка кармических связей – это не есть только то, что может восприниматься вами как что-то неприятное, что-то не вполне такое вообще хорошее, как наказание, да? Это не совсем так. Отработка кармических связей – это в первую очередь и в сущности, что это такое? Это освобождение от тех или иных, условно выражаясь, низких привязок. То есть каждый из нас на энергетическом уровне имеет очень-очень много энергетических связей. И многие из этих энергетических связей нам не дают развиваться дальше, выше. Мы уже на многих видеовстречах говорили о том, что родные души – это новые измерения отношений, это выход на новые измерения отношений, это выход на новый уровень сознания и так далее. Иногда это может показаться просто красивым словом, чем-то таким, просто красивым, чем-то лирическим или даже поэтическим образом. Но на самом деле это напрямую выражает именно суть происходящего. Если вы стремитесь к встрече со своей родной душой, или если вы уже встретили свою родную душу и хотите воссоединиться, значит, перед вами стоит совершенно конкретная задача освобождения от низких привязок и выход на более высокий уровень осознавания. То есть вы в этом процессе, условно выражаясь, просветляетесь, вы становитесь более светлым человеком, вы становитесь более легким в энергетическом отношении, конечно же, человеком, и вас начинает некая сила как бы поднимать, вот вы начинаете подниматься за счет того, что освобождаетесь от низких привязок. Вот в этом состоит смысл освобождения, или еще, говорит, отработка кармических связей. Итак, изначальный, первоначальный смысл освобождения от кармических связей, он состоит именно в этом, в том, чтобы вы начали подниматься по частотам вверх. Не в том, чтобы вы просто, как сказать, отстрадали что-то или отслужили кому-то что-то. Хотя это тоже есть, но это как бы внешние проявления процесса. Сущностная его составляющая состоит именно в том, что вы становитесь легче за счет того, что освобождаетесь от низких привязок. Итак, если начинать немного как бы издалека, преддверие отработки кармической связи, мы должны сразу же оговориться, что будем вести речь именно о специфике взаимоотношений мужчины и женщины и специфике взаимоотношений родных душ. Итак, допустим, вот такой конкретный случай жизненный. Вы живете, может быть, вы состоите в браке, может быть, у вас гражданский брак, гражданский союз, или, может быть, вы просто находитесь в поиске. Это не суть важно. Итак, вы живете, и вы находитесь, так или иначе, находитесь во внутреннем или внешнем поиске своего партнера. Если вы находитесь в браке, то, может быть, у вас такая ситуация, что вы очень не удовлетворены, причем, может быть, оба, и вы, и ваш партнер не удовлетворены браком.
Либо, если вы находитесь в поиске, то все время попадается что-то не то. И в том и в другом случае у вас возникает состояние, будто бы вас внутри что-то зовет. Это еще называется зов. То есть у вас внутри возникает некий зов. Как будто бы ваша вторая половинка, ваш истинный партнер, он где-то может быть рядом, как вы чувствуете, да? Или просто вы чувствуете, что он где-то есть, но он не с вами в данный момент. И вы чувствуете вот эту внутреннюю разлуку, чувствуете, может быть, некую тоску или грусть по этому партнеру. Хотя в жизни, может быть, вот в повседневной жизни, может быть, ничего такого нет. То есть возникает вот этот внутренний зов. Что это за внутренний зов? Это зов нашей собственной души. Только те люди, которые идут по жизни в паре, то есть у них базовая программа парного совершенствования, они могут по-настоящему чувствовать жизнь только когда находятся в паре. Да, мужчина с женщиной, мы договорились с самого начала. Так вот, эти люди, у них специфика такая, что зов души они слышат как зов именно родной души, как зов именно своей второй половины. И вот этот зов есть внутри, а снаружи все происходит иначе. Снаружи в повседневной жизни у нас есть множество препятствий, зацепок, какой-то груз нам не дает никуда сдвинуться в этом поиске, в истинном поиске своей второй половины. И если человек в этой ситуации даже очень хочет найти свою вторую половину и предпринимает даже какие-то активные действия в этом направлении, он через некоторое время начинает ощущать, чувствовать и даже видеть, как будто бы он ходит по кругу, как будто бы одни и те же обстоятельства повторяются. Встречаются вроде бы разные люди, а все они однотипные. Все как будто бы одно и то же, как заезженная пластинка на одной и той же дорожке. И вот он ходит по кругу и понимает, что из этого круга он никак не может выбраться. Это замкнутый круг. То есть сила кармы его держит на этом пути. Он что-то хочет найти, он отзывается на зов, он начинает заниматься саморазвитием, либо начинает свой поиск во внешней жизни, но все равно как бы все одно и то же повторяется. Вот это так называемые путы кармы, они держат человека на этом пути. И они не дают ему реально никуда сдвинуться. Просто все одно и то же повторяется, по сути ничего не меняется в его жизни. И если человек осознает вот эту ситуацию, то дальше он приходит к тому, что ему нужно совершить какой-то прорыв, выйти из этого замкнутого круга. И прорыв совершается только в одном единственном случае. Вот я еще раз тогда подчеркну, реальный прорыв, реальные изменения в жизни происходит только в одном единственном случае. Когда у него накапливается энергия. Это еще называется свободная энергия. То есть та энергия, которая не задействована в повседневности, она у него появляется, и эта энергия дает ему возможность прорваться за пределы вот данной кармической ситуации. Откуда же появляется эта энергия? Ну, самые такие широко известные способы – это действительно занятия духовными практиками. Среди этих духовных практик, кстати, есть и карма-йога. Пожалуй, наверное, все люди, за редким исключением, не любят карма-йогу. Никому не понравится просто трудиться, работать, действовать вот, по идеалам кармы-йоги. То есть бескорыстно, постоянно, отдавая, и как бы взамен ничего не получая. Вот если очень упрощенно, очень даже немного вульгарно, тем не менее, это вот и есть суть кармы-йоги, когда человек отдает от чистого сердца, от всей души, он тем самым накапливает свою
положительную карму, он накапливает вот эту дополнительную энергию. И в какой-то момент эта дополнительная энергия производит свою работу. Он вырывается из этого замкнутого круга, и что происходит? Он встречает других людей. Он выходит на другой уровень, он выходит на другой круг своей жизни, и там уже другие люди, качественно другие люди. И если мы говорим уже об отработке кармы и встрече со своей родной душой, то ли это родственная душа, то ли это РД-учитель, то ли это близнецовое пламя, то мы должны сказать, что в этом случае задача, пожалуй, усложняется у человека. Потому что он не просто отрабатывает карму, не просто нарабатывает какую-то дополнительную энергию, он отрабатывает именно с теми партнерами, с которыми сейчас его свела жизнь. То есть либо это партнер по браку, либо это гражданский партнер, гражданский муж, гражданская жена. Либо это те люди, которые вот то самое не то, не те самые люди, которые нам хочется, но вот они встречаются и встречаются. Вот человеку нужно это принять и отработать с этими людьми вот эту их связь, которая между ними возникла. Это очень трудно принять. То есть душа зовет, требует, она возвышает человека, она куда-то его тянет, манит. Ему хочется, очень сильно хочется встретить свою родную душу, истинного партнера, чтобы общение было по душам, чтобы была настоящая любовь, чтобы была вот эта прекрасная жизнь, а его повседневность, она его заставляет, фактически заставляет, принуждает, можно еще так сказать, делать совершенно иные вещи. То есть отрабатывать карму, отрабатывать те связи, какие есть. И вот тут дальше идет два варианта. Либо человек как бы рвет усилием воли эти связи и вот просто вырывается из этого мира, ему уже как бы опостылевшего, надоевшего мира, и всем своим существом устремляется вот в это новое, которое открылось ему, да, за счет полученной дополнительной энергии. Это один вариант такого прорыва мощного. Или есть другой вариант, он более экологично, более гармонично начинает развязывать вот эти кармические узелки, какие у него есть. А что это значит? То есть со всеми людьми, с которыми его жизнь сталкивает, сводит с этими людьми, он начинает отношения уравновешивать, гармонизировать. То есть если он кому-то что-то должен в энергетическом смысле, он отдает долг. Если кто-то ему должен, то он принимает этот долг и принимает осознанно, с благодарностью, с пониманием того, что происходит. Вот. То есть там такая гармоничная и экологичная ситуация отработки кармического долга. Второй вариант, конечно же, безусловно, он более предпочтительный. И даже можно настоятельно рекомендовать именно второй вариант. Вот такой вот постепенной, гармоничной отработки. Потому что когда вы отработаете эти кармические связи, ну, во-первых, это все-таки будет, если и нелегко, то это все-таки будет, ну, не то чтобы приятно, а в пределах нормы, нормально это будет. Если же вы будете рвать усилием воли вот эти кармические связи, то вряд ли они так просто разорвутся, все равно зацепки останутся. Просто возникнет, знаете, какой эффект, как резиновый жгут, как будто бы вот очень сильно натянули и вырвались из этой ситуации, но вот жгут-то он остался, притяжение его осталось. И вас будет тянуть назад в эту кармическую ситуацию. И будет тянуть до тех пор, пока вы ее все равно не отработаете. То есть так или иначе придется ее отрабатывать. Лучше все-таки гармонично это делать. Какие есть пути гармоничной отработки кармической связи? Ну, наверное, это известно всем. Есть два основных пути. Первый путь – это путь безусловной любви, то есть когда вы просто все отдаете. Безусловная любовь – это отдача. Вот вы отдаете, тем самым отрабатываете. И второй путь – это путь страданий. То есть нужно отстрадать, полностью смириться с данной ситуацией,
Но смириться – это не значит покориться. Смирение – это не есть покорность. Вот тут должно быть ваше внимание, ваша осознанность должна быть полностью включена. Вы полностью смиряетесь с этой ситуацией и сознательно идете на определенные страдания. И когда ваши страдания заканчиваются, опять-таки вот этот самый проход у вас в жизни появляется. То есть все, отстрадал, пожалуйста, милости просим на следующий уровень. И вы выходите на следующий уровень, и там все гораздо более приятное находится. Итак, два основных пути. Безусловная любовь, искренняя любовь. И, путь страданий, отстрадать. Причем и тот, и другой путь, они могут совмещаться. То есть вы можете и страдать, и любить, и наоборот, любить и страдать. Вот такое достаточно часто случается. Итак, вы поддались на этот зов, вы стали сознательно отрабатывать эти кармические связи, желательно гармонично, и, наконец, вы врываетесь на следующий уровень. А вот что это такое, следующий уровень? Вот опять слова, да, новые сознания, следующий уровень, кармические связи, все это кажется просто словами, терминами. На самом деле это то, что выражает опять-таки энергетическую составляющую. В чем же смысл энергетической составляющей вот этого выражения? Вы выходите на новый уровень. В самом его ярком и в самом его конкретном эквиваленте это выражается именно как смещение точки сборки. Наверное, опять-таки все слышали этот термин точка сборки. То есть у каждого человека на энергетическом коконе есть пятно особой яркой светимости. Это точка сборки. И благодаря этой точке сборки человек воспринимает мир. И если эта точка сборки находится, допустим, на Манипуре, то вы достаточно крепко сидите в кармической ситуации. И для того, чтобы выбраться из этой кармической ситуации, вам в самом таком ярком и в самом конкретном эквиваленте, вам нужно поднять точку сборки на анахату, но не просто поднять, но еще там закрепиться. И когда у вас происходит смещение точки сборки с Манипура на анахату, например, да, то вы вообще видите мир совершенно иначе. Это не просто вы посмотрели все, ой, какое, как в мультфильме, помните, да? Кукое все зеленое, кукое все красивое. Это, конечно, забавно, тоже будет такая картинка, что все стало просто прекрасно. Но не в этом основная суть. А основная суть будет состоять в том, что вообще мировосприятие изменится самым кардинальным образом. И вы изменитесь самым коренным образом. И ваши отношения очень сильно с людьми поменяются. И ваш круг людей, и ваши занятия, и, возможно, даже место жительства будут меняться. Все это произойдет, конечно, не в один день. Точка сборки, она сместится может вообще за несколько секунд. Но, причем это будет весьма такое драматичное событие, если за несколько секунд. Но вот эти вот остальные перемены, они будут происходить все-таки в интервале определенного времени. Но вы будете чувствовать следующее, когда вы выходите на другой уровень, когда ваша точка сборки смещается, то вы будете чувствовать следующее. По-старому жить вы больше уже не сможете. Вы будете чувствовать, что вы не в состоянии жить так, как раньше. Вы не в состоянии так общаться, как раньше. Вы не можете, ваша суть, ваше нутро, то, что называется, оно это уже не принимает. Оно уже отторгает, идет отторжение. Отторжение всего прошлого образа жизни. То есть это очень мощное событие. Выход на новый уровень – это очень мощное событие. Поэтому отработка кармы – это не то, что, наверное, часто видится как знаете, как будто бы вы пришли на тяжелую работу, на какую-то, вот так получилось, что вы там оказались. Сейчас я сделаю эту работу, и все.
Вот просто работу сделаю, работы не будет вот этой тяжелой, а все остальное также останется. Все остальное останется тем же самым, просто станет легко. Не будет тяжелой работы, будет легкая. Или вообще, может, работать не надо, да? Нет. Изменится все. Изменится не только работа ваша, но и вообще все. Все ваше мировосприятие. Вот это есть действительно переход на другой уровень, на другой энергетический уровень. Причем, если уж мы заговорили о том, когда ваша точка сборки смещается с Манипуры на Анахату, то происходит следующее. Вы выходите вообще из формата повседневных отношений и повседневного мировосприятия, так сказать, вот обычного мировосприятия. Вы выходите на уровень так называемого магического восприятия жизни. Ну, магическое – это просто термин в данном случае, который, конечно, отражает суть в некоторой степени, но тем не менее. Это не совсем то, что можно думать, когда мы слышим магию. Да? Вот магия – это манипуляция, это воздействие, это изменение. В данном случае мы говорим о другом. Вы выходите на этот магический уровень восприятия жизни, и вы понимаете, что там работают совершенно другие рычаги, совершенно другие законы. Для того, чтобы в вашей жизни что-то произошло на этом уровне, вам просто достаточно о чем-то подумать, и оно происходит. Тогда как раньше на Манипуре вам нужно было много делать, либо ругаться, либо противоборствовать с кем-то, добиваться одним словом. Да? То если вы уже прочно на Анахате находитесь, на хорошей такой Анахате, то вам достаточно подумать, и это происходит. Это просто, к примеру, одна из таких черт. То есть законы жизни совсем другие, рычаги воздействия на мир, на себя, на других совсем другие. Все другое. Вот что такое отработка кармы. Это просто для примера, я опять-таки повторюсь. Вот что такое отработка кармы, вот что такое выход на другой уровень. И именно там, вот сейчас самое главное по нашей теме. Вот именно там, на новом уровне, вы можете встретить и воссоединиться со своей родной душой. Иначе говоря, до тех пор, пока у вас уровень сознания прежний, то никакого воссоединения с родной душой не может быть в принципе. Оно невозможно. Даже если волею судеб вы встретите свою родную душу, и с вами произойдут все те феноменальные события, явления, какие происходят в этом случае. Да? То есть духовное пробуждение и так далее. Тем не менее, если вы не выйдете на новый уровень сознания, тогда не получится никакого воссоединения. Вы можете задать встречный вопрос. Послушайте, а разве встреча с родной душой – это не выход на новый уровень сознания? Да. Это выход на новый уровень сознания. Но вы можете просто выйти в виде скачка, вот такой скачок энергетический происходит, раз, а потом опять спуск. И все. Как бы вот подскочили и опять-таки опустились. Вот это не есть смещение точки сборки, не есть выход на новый уровень. Это как бы просто знакомство, такая знакомительная версия. Раз, подскочила и упала. Вот и все. То есть, если вы встречаете свою родную душу, вам дается дар свыше, вам дается шанс, или еще говорят кубический сантиметр шанса, изменить себя, изменить свою жизнь, изменить свои отношения с другими людьми. Вот именно благодаря такой встрече. Но это только шанс. Он реальный. Но тем не менее от вас будет зависеть, воспользуетесь вы этим шансом или нет. Не так редко обращаются с такой как бы потребностью, с таким заказом, что помогите нам воссоединиться. Но когда начинаем индивидуально разбираться во всех частностях их ситуации, я имею в виду, конечно, родные души, то достаточно быстро выясняется, что оба, и мужчина, и женщина, они на прежнем уровне сознания и не собираются его менять.
То есть в момент встречи произошел этот скачок, они оказались в восторге, в полном восторге от этой встречи. Но потом произошел дальнейший закономерный спуск, и они ничего не собираются предпринимать для того, чтобы изменить свой уровень сознания, свой уровень жизни. То есть они опускаются на тот же самый кармический уровень. И у них опять возникает вся та же самая кармическая ситуация. И до тех пор, пока они ее не отработают так или иначе, у них не произойдет воссоединение. То есть опять возвращаемся к тому же самому, отработка кармических связей. Вообще, а если говорить о самом термине кармические связи, то это чрезвычайно емкий, очень широкий термин. То есть в него может входить огромное количество пунктов. Это как отработка связи непосредственно с партнером, с самим партнером в первую очередь, да, который вас сейчас держит на кармическом уровне. Отработка связей с микросоциумом, то есть семья, родственники, знакомые, друзья. Отработка связи с макросоциумом, то есть вообще с социальным эгрегором разобраться нужно. Отработка связи с семейным эгрегором тоже нужно разобраться. В этот же термин входит отработка своих кармических хвостов из прошлой жизни, что тянется, тоже держит. И там много-много еще более мелких таких менее заметных пунктов. Ну, например, ваши комплексы, блоки, они тоже держат, и тоже это на кармическом уровне. Вы когда-то встретились с какими-то событиями, обстоятельствами, которые оставили у вас тот или иной негативный отпечаток, и это комплекс или блок, который вас держит на кармическом уровне, нужно тоже его отработать. То есть, если подходить грамотно и ответственно к этому вопросу, отработка кармических связей, то там очень много пунктов. И вы можете, вот это узнав, эту информацию, вы можете даже огорчиться, да, сказать, ну, наверное, это вообще почти невозможно. Или это возможно для каких-то единиц людей. Это не совсем так. Во-первых, ничего сложного там нет. И если вы встретили свою родную душу, то ваша задача еще более упрощается. Задача по отработке кармических связей. Мы вспомним, что отработка кармических связей происходит либо в состоянии безусловной любви, либо в состоянии, когда вы отстрадали. Да? То вот, когда вы встретили свою родную душу, то происходит и то, и другое само по себе. У вас возникает эта безусловная любовь. У вас возникает эта очень мощная, очень сильная вибрация безусловной любви. И все, что вам нужно сделать, это только сохранять это состояние. И отработка кармы будет постепенно происходить как бы сама по себе. То есть просто держитесь в потоке безусловной любви, и все будет происходить своим чередом. От вас не потребуется вникать во все хитросплетения вашей кармы, узнавать все ее мельчайшие подробности. Этого не потребуется. От вас потребуется в данном случае другое. Узнать, или точнее, осознать вот этот вот поток. Поток безусловной любви. Осознать его в себе. Прочувствовать его в себе как можно полнее. Вот вы знаете, даже такой вот образ рождается, появляется, сесть где-то в спокойной обстановке, в своей комнате, например, или, может быть, уединиться на природе. И почувствовать у себя внутри вот этот поток. Поток безусловной любви. Почувствовать, закрепиться в нем и оставаться в нем. Вот и все. А дальше пойдет огромная череда событий различных. Будут внешние очень сильные переживания,
ну, внешние проблемы, то есть будут возникать всякого разного толка. Будут внутренние очень большие переживания. Вот это и будет называться отработкой кармы. Еще это называется внутреннее очищение, если мы говорим о внутреннем пространстве. А вы просто держитесь этого потока. А дальше вам жизнь начинает подбрасывать огромное количество, большой вариант событий. И как бы говорит вам, жизнь как бы говорит вам, а вот теперь вот это, пожалуйста, переживи. А вот теперь, пожалуйста, вот это как-нибудь перевари. А вот тебе вот такой сейчас товарищ встретится в жизни, я посмотрю, как ты с ним будешь общаться и как ты будешь себя вести. И таких событий может быть много. Но суть будет этих событий одна. Вы начнете встречать внешние события такие, которые будут соответствовать вашим внутренним кармическим следам. Ну, то есть это всем известный, опять-таки, закон притяжения. То, что у вас будет внутри, будет возникать и вовне. И вам нужно будет через это пройти. А пройти вам это поможет два основных момента. Безусловная любовь и смирение. Этому нужно действительно учиться. Может послышаться это странно, как можно учиться безусловной любви? Тут нужно правильно понять. Учиться нужно не самой любви, а учиться нужно оставаться в потоке любви. Потому что если нет достаточной осознанности, то вы даже, может быть, не почувствуете, как вас выбило из этого потока, из потока безусловной любви. И вы опять окунулись вот в какую-то другую среду, будем говорить так. Да? И в этой среде уже не происходит никакой отработки кармы, а происходит просто блуждание по кругу, по замкнутому кругу кармы. Вот это вот колесо сансары. Вот этому и нужно учиться, осознанному пребыванию в потоке безусловной любви. И тем более нужно учиться истинному смирению. Вот этому сложнее научиться. Потому что, еще раз, смирение это не есть просто повиновение, а не есть покорность, не есть вот еще похожие какие-то состояния. Об этом нужно уже очень долго говорить, но и словами передать это очень сложно. Итак, вот что такое есть отработка кармических связей. Что такое есть выход на новый уровень сознания, на новый уровень вообще жизни собственной. Для многих людей это происходит через определенный кризис. То есть вот этот момент перехода, если вы знакомы с нашим 6-м курсом, онлайн-курс, называется «Пространство родных душ», вот там есть картинка, изображение, там есть усеченная пирамида, она как бы разделена на две части. Вот переход от Манипура к Анахате, там такое есть пространство свободное. То есть это такой порог, это такая граница двух миров. И вот этот вот порог многие люди переходят именно через кризис, через достаточно такие тяжелые, иногда очень жесткие жизненные события. И это многих может обескуражить. Возникает как бы внутренний вопрос, а вообще правильно ли я действую? Почему в моей жизни вдруг начало происходить вот такое, целая череда тяжелых, даже кризисных событий. Может быть, я допустил какую-то ошибку, может быть, я вообще не по тому пути пошел. Да, может быть, я зря вот это начал все, зря я откликнулся на зов. И что это за зов? И так далее. Очень много сомнений, вопросов. Вот эта стадия сомнений, внутренних сомнений.
стадия разочарований даже, она присутствует у многих людей вот в такой период. В этом нужно разбираться. И в этом, пожалуй, возможно разобраться только в индивидуальном порядке, потому что вы действительно могли в какой-то момент пойти не по своему пути. Такое могло быть. Но это произойдет только в том случае, если вы вышли из потока безусловной любви. Если вы находитесь в потоке безусловной любви, все, это гарант того, что вы идете по своему пути, и все у вас происходит правильно. Просто держитесь. Держитесь за этот поток, и все. И больше ничего не понадобится выяснять. Но вследствие того, что у человека часто очень богатая фантазия, он может очень многое себе напридумывать. И вот тут вот да, тут нужно отделять иллюзию, фантазию от реальных событий в своей жизни. И сделать это бывает не всегда просто. Это действительно так. Особенно поначалу. И именно вот на этом этапе перехода человек очень часто нуждается в поддержке, в моральной поддержке, в том, что кто-то просто есть рядом, кто его просто понимает. Потому что очень часто люди оказываются вот в этот этап жизненный, они оказываются, ну, как бы в чужой среде. Вокруг них в основном люди, которые их вообще не понимают, считают за сумасшедшего. Иногда даже говорят, вот ты в какую-то секту попал, хотя человек вообще один дома сидит и никуда не ходит, и ничего такого в его жизни не происходит, но вот говорят, что вот ты вот такой вот стал странный. И если в этот момент человек получит вот просто вот эту поддержку, что все нормально, вот рядом есть люди, которые уже через это прошли, и они ему говорят, ну вот мы через это проходили, теперь у тебя будет вот это все нормально. Вот даже просто обычное общение уже является очень большой поддержкой. И, кстати сказать, вот у нас сейчас в движении люди создали, это уже помимо нашего участия, они создали чат, группу для общения. То есть, пожалуйста, приходите, общайтесь и получайте эту моральную поддержку. И есть и другие структуры, и в движении, есть служба поддержки. То есть есть все для того, чтобы вас поддержать на этом пути. Есть весь объем информации, материала, аудиоматериала, печатного материала. Есть, в конце концов, индивидуальная поддержка, индивидуальная помощь. Есть все. И вы должны знать, что вы не одни на этом пути. Это может понять каждый, кто был в этой ситуации, в ситуации перехода, в ситуации действительно подчас кризисной. Почувствовать, что ты не один, это очень важно. Так вот, вы не один на этом пути. Итак, человек все-таки переходит через этот порог, он переходит на новый уровень, в той или иной степени отрабатывает свои кармические связи. И возникает вопрос, а как мне понять, произошла отработка кармических связей или нет? Вот что это такое значит? Вот, допустим, вот, скажем, задавали конкретный вопрос. Вот мы расстались с мужем. Отработали кармическую связь? Или это вот расставание, оно произошло просто вследствие того, что не выдержали нервы? Да? Кто-то на кого-то обиделся и просто вот так порвали все это. Либо другие какие-то события. Вот у меня сейчас поменялся круг общения. Скажите, а это действительно является признаком того, что я отработал кармические связи? Вот тут уже, пожалуй, только индивидуальный подход может быть. Потому что, еще раз повторюсь, большое количество информации в интернете, в первую очередь, это как положительный фактор, так и отрицательный.
Вы можете действительно почерпнуть огромное количество знаний, информации по поводу вашей ситуации. Но вы можете в этом и потеряться, и запутаться. И вы можете себе очень многое напридумывать. И такое случается. И случается нередко. Вот разобраться, где истинное, где придуманное, в этом бывает очень важно разобраться. Потому что если вы неправильно все восприняли, и если вы ошиблись, то у вас кармическая ситуация она обратно вернет. Сделав какой-то очередной круг, вы опять вернетесь к той же самой ситуации, тогда только возможно, через несколько лет своей жизни вы поймете, что ничего не произошло на самом деле, а вы опять-таки ходите по этому же самому кругу. Потому что кармическая ситуация вас держит. Или другой вариант, когда вы идете на воссоединение со своей родной душой, причем это может быть внутренний процесс, кстати говоря, либо внешний процесс. Это одинаково важно. Если вы встретили свою родную душу, будь то родственная душа или близнецовое пламя, у вас идет весь процесс на воссоединение. Только воссоединение может быть внутренним, либо внешним. И вот тут опять-таки все индивидуально. Если вы хотите вообще грамотно, максимально экологично, максимально гармонично действовать в своей жизни, тогда вам нужно рассматривать свою ситуацию именно как индивидуально. Общие рекомендации, общие направления, они имеют ценность постольку, поскольку вы найдете в них что-то свое. То есть это не есть какие-то жесткие правила, которые применимы ко всем. Это есть общее направление, в котором вы сможете найти себя и свою дорожку, так сказать. Вот такая большая, широкая магистраль, в которой вы можете найти свою дорожку, свою тропинку. Вот общие рекомендации, они дают вот это именно общее направление. Может быть даже другая ситуация, когда вы начинаете воссоединяться со своей родной душой, вы чувствуете вот эти самые препятствия, которые возникают, это 100% у всех. Внутренние препятствия в первую очередь, конечно, и часто это внешние препятствия. И подчас это препятствие такой силы, что либо начинают вас энергетически изматывать, выматывать, вы выгораете, либо вам просто вообще хочется от этой ситуации убежать. Вот что это такое? Откуда это все берется? В большой степени это имеет отношение, опять-таки, к кармической ситуации. Почему? Чтобы не быть голословным, очень простое объяснение. Родные души воссоединяются на духовном плане, и там никаких особенных препятствий нет. Воссоединение происходит автоматически, на автопилоте, можно сказать. А препятствие возникает на более низших планах. То есть на теле, на будхиальном и на атманическом, как правило, больших проблем нет. А вот на более низших телах, каузальном теле, ментальном теле, астральном теле, даже эфирном, возникают очень большие проблемы, очень большие. И это все имеет отношение к кармической ситуации. То есть это те низшие тела, которые с вами как бы из жизни в жизнь идут. Будхиальное и атманическое, то они тоже идут, конечно. Но там идут процессы другого плана. Далеко не в каждой жизни вы можете добраться до своего будхиального тела осознанно и что-то там произвести. Оно вам просто как бы дано, и вы с ним живете. А с более низшими телами, вот там вот следы остаются очень сильные ваших прошлых воплощений. Вот там и нужно будет тоже разбираться. И не только прошлых, но и этого воплощения. И так возникают вот эти препятствия между вами и вашей родной душой. И если внимательно разбираться в похожих каких-то больших проблемных ситуациях, то вы можете обнаружить там очень большой след кармы. Ну, давайте для примера, что это такое. Допустим, девушка, женщина встречает парня, мужчину,
И вот родную душу и воссоединение идет у них на духовном плане прекрасное взаимопонимание, да, но она, девушка, чувствует просто необъяснимый какой-то стопор. Вот просто ноги не идут, и рот не открывается для того, чтобы сказать слова, и для того, чтобы пойти навстречу друг другу. Это необъяснимо ни с логической точки зрения, ни с какой-то другой. Она просто не может понять, что вдруг происходит, почему она не может сделать это движение, почему она не может сказать что-то. Происходит вот этот огромный стопор. Висит какой-то узел там, завязан какой-то узел. Что это за узел? То ли это воспитание, то ли это из прошлой жизни тянется, как какой-то стресс, очень большая травма, то ли еще что-то, то ли на каких-то других телах. Вот пока этот узел не будет развязан, пока кармическая ситуация не будет решена, не произойдет полноценного воссоединения. Переходим к заключительному моменту. То есть вы осознали свою кармическую ситуацию, осознали вот это вот блуждание по кругу, да? Когда вы как в замкнутом круге находитесь. Вы смогли получить дополнительную энергию, вы вырвались из этого замкнутого круга. И вы смогли удержаться на новом уровне сознания, на новом уровне восприятия, на новом уровне жизни. И вы начали процесс воссоединения со своей родной душой. Ну, допустим, близнецовое пламя, да? Процесс вот этот начался. В данном случае мы можем говорить о том, что у вас как раз-таки возникло вот это новое сознание. Оно уже начало формироваться. Вы уже не просто даже видите другую картинку мира, даже не просто иначе общаетесь с людьми, но у вас начинают меняться ваши фундаментальные жизненные принципы и ценности. Вы целиком и полностью начинаете трансформироваться. И вот эти новые вибрации, они постепенно начинают, ну, условно выражаясь, выживать старые, прежние энергетические структуры из вас. Как это происходит? Давайте сейчас просто немного обозначим. Когда у вас появляется что-то старое, ну, какие-то еще кармические следы те же самые, да? Вы чувствуете это уже у себя внутри, как инородное тело. Вам неприятно, как будто вы скушали что-то не то. Или вы встречаете какого-то человека, может быть, это старый знакомый или не старый знакомый, какой-то вот просто случайный человек, скажем, да? Условно выражаясь, конечно, случайно. И вы вдруг понимаете, что не можете с ним общаться, потому что вам очень неприятно. Не этот человек неприятен, а вообще вот этот вот весь процесс, вся эта ситуация неприятна. Вы можете идти, допустим, по улице и почувствовать какие-то вот запахи, да, которые раньше могли ощущать, просто не осознавая этого, либо вообще не вам могли нравиться, а теперь вас вдруг начинает, ну, буквально тошнить. То есть ваше все тело отторгает вот эти запахи. То есть новое сознание, оно в вас производит такие перемены, оно вас настолько очищает, что вы чувствуете даже самые какие-то незаметные мелочи, те, которые раньше проходили мимо вашего сознания, теперь они вами ощущаются очень явно. И вы это чувствуете именно как нечто чужеродное. Очень важный момент. Некоторые на этом этапе как бы останавливаются. И вы знаете, вот на этом этапе часто у человека возникает духовная гордыня. Он говорит: ага, я молодец,
я вышел на новый уровень, у меня новое сознание. Это не просто его голые слова, он действительно чувствует многое, он действительно с помощью своей мысли может управлять своей жизнью, и что-то происходит в его жизни и так далее. То есть в нем произошли реальные перемены, связанные с новым уровнем сознания, но вот он чувствует вот эту вот как бы свою избранность, да, как бы свою такую элитарность, и он говорит: ого, я молодец. И у него может возникнуть духовная гордыня по поводу того, что вот они там не могут, не умеют, не знают, не понимают, а у меня все это есть. Вот это очень большая ловушка на самом деле. Если вы вышли на новый уровень сознания, и если у вас возникло такое вот собственное ощущение, то вы попали в очередную ловушку. Нужно идти дальше. И вы должны дойти до того состояния, когда вы будете чувствовать: да, это неприятно, да, и это, так сказать, не мое. Но вы будете это принимать. То есть у вас это не будет вызывать тошнотворные реакции, у вас не будет это вызывать такого пренебрежения, как бы верхоглядства, там, я не знаю, что еще, да? Вы будете понимать, что это часть мира. Она вам неприятна, она вам, может быть, не нужна, но это не будет для вас проблемой. Как бы оно есть, но есть и есть. Вот тогда вы уже качественно, по-настоящему выходите на новый уровень сознания, и вот тогда и ваше воссоединение с родной душой становится полным, гармоничным, мирным, всепринимающим, очень широким. Совершенно другое качество отношений будет. Не только с миром, но и со своей родной душой в частности. Несколько случаев нам известно, ну, я думаю, что их гораздо больше. Несколько, это где-то примерно около десятка, так скажем, да, вот просто навскидку вспомнить, когда люди впадали вот в эту действительно духовную гордыню. И совершенно конкретный случай, где-то дней 10 было обращение такое, дней 10 назад было такое обращение, женщина, она просто даже не может общаться со своей родной душой, с мужчиной, потому что мужчина вот впал в вот такую духовную гордыню. То есть он настолько вот так вот раздулся у себя там, что он никого вообще не слушает и сам весь очень мудрый, и остальные люди просто недостойны даже внимания, да, что к нему вообще невозможно подойти, оказывается. Это если вкратце ситуация такая, я не могу описывать всех индивидуальных подробностей, но вот вам просто проиллюстрировал для того, чтобы вы могли понять, представить себе, что это такое, что это вот такая ловушка, да? И как это может отрицательно сказываться на вашем общении с родной душой. Вот такая вот духовная гордыня. Если вы преодолеваете эту ловушку, кстати говоря, на это нужно время. Не так-то это просто бывает. А если вы преодолеваете эту ловушку духовной гордыни, то вы выходите уже действительно основательно на новый уровень, и там уже другие вибрации, вот там полное и совершенно естественное воссоединение со своей родной душой, и там открывается другая картина жизни, другая картина мира. Это уже, как говорится, совершенно другая история. Вот в этом случае вы, по-настоящему освободились от этих пут кармы. И дальше вы начинаете другой жизненный путь. Относитесь ко всем этим темам и вопросам: отработка кармической связи, воссоединение с родной душой. Относитесь к этому как можно более деликатнее. Относитесь к этому как можно более тоньше и осознаннее. И тогда у вас не будет
не будет тех проблем многих, которых, в общем-то, не должно быть. Тогда будут уходить те вопросы, которые у вас возникают и которые не дают вам двигаться вперед. Не думайте, что вот все эти процессы, они такие однозначные и такие абсолютно понятные. Там есть свои очень тонкие грани, которые нужно учитывать. И если все это вы видите, понимаете и учитываете, тогда вы идете вот как канатоходец по канату и идете достаточно ровно. Если же вы считаете, что этот путь, духовный путь, это не путь по канату, а такая, знаете, широкая магистраль, то вы ошибаетесь. Всем известно, что духовный путь, он очень тонок. И есть недаром такие образы, есть как, значит, острие бритвы или острие ножа, это не просто слова, это по сути так и есть. Так что максимально осознавайте себя, свои процессы, относитесь ко всему с большим уважением, достаточно тонко. И тогда этот процесс отработки кармы, воссоединения с родной душой, он будет более естественным, может быть, более плавным. Самое главное, что он будет именно таким, каким он и должен быть изначально. Буду надеяться, что сегодняшняя информация кому-то помогла осознать больше, лучше осознать то, что происходит у него в жизни. Кого-то, может быть, навела на определенные мысли, и из которых потом последуют соответствующие действия. Благодарю вас за участие, за отклики, за благодарности сегодня. И прощаюсь с вами до вторника. Вторник, 22:00 МСК, будет СП. И до следующей встречи, следующей в субботу. До свидания.